Вот такие машинки привозят посетителей ресторанов прям в рестораны, чтобы не приходилось далеко ходить. Это место называется Санторини, но здесь нас все как на Санторини встречают цветами. А здесь, посмотрите, еще готовят вкуснейшую еду. Можно, чтобы вы попали в кадр? Да, только Супер. оно упадет в ТикТок хотя бы. В YouTube попадя. Ладно, посмотрим. Класс. Это просто Владимир. Да, просто Владимир, посмотрите, какую вкуснотищу здесь готовит. Значит, это мы купили новую, как сказать, большую сковородку, она называется Саша. Вот сегодня мы ее пробуем. Да, мы ее прогоняли сегодня, прокалили ее, жиром обработали. Вот сейчас мы ее проверяем, делаем яичницу для наших кондитеров. Для кондитеров. Класс. Да. Супер, очень аппетитно выглядит. А завтра из нее уже будут люди уже кушать на потоке, завтраки будут делать. Вот прикольно. еще рядом Спасибо большое. Ух ты. И что в нем готово? А, у вас музыка играет. Специально привезли, кстати, его. Из Узбекистана привезли его. Ух ты, класс. Да. Супер. Здесь почти на 300 порций. Можно 300 человек накормить. Ух ты, супер. Да. Спасибо большое. Сегодня уже 11 августа 2025 года, и всем привет из прекрасной Одессы. В Одессе осталось еще много мест, которые мы с вами не посещали, и сегодня я приехала в одно из таких. Я приехала сегодня на Французский бульвар и решила по трассе здоровья спуститься немного к морю. И сейчас мы вместе с вами пришли в ресторан Санторини. Это место, где гармонично соединяется стиль, вкус и уют. В Одессе еще продолжается жара, и если верить синоптикам, температура воздуха еще как минимум неделю будет составлять 28-30 градусов в тени, но море прогрелось просто супер. Температура воды в море 26-27 градусов, поэтому на пляжах можно увидеть, что большинство людей купаются. Ветер немного растрепал мне волосы, но ничего страшного. Я как человек, который был когда-то на Санторини, могу сказать, что это заведение Санторини действительно похоже на Санторини. Я просто в восторге, скажу вам честно, я давно здесь не была. Пришла, и такое чувство, что приехала действительно в Грецию. Потрясающе. Одесса действительно умеет удивлять, и я это сейчас говорю не как житель Одессы, я это говорю действительно искренне. У нас замечательный город, и так хочется, чтобы он сохранился целым, невредимым, и радовал и нас, жителей города, и всех, кто его посещает. Одесса прекрасна. Каждый раз просто это подтверждаю. Спускаемся с вами к морю. Здесь есть небольшой пляжик. Хочется вам его показать. Все-таки осталось всего лишь парочка недель лета. Дальше начинается осень, и контент уже будет совершенно другим. Поэтому идем на пляж. Сегодня еще погода просто радует. Посмотрите, какое невероятное небо, какое красивое море. Ну, посмотрите, люди отдыхают. Класс, сколько людей на пляже. Час дня. Все должны вроде бы как работать, но нет. Все загорают. Вау. Сейчас вам покажу наши скалы. Покажу, на чем стоит Одесса. Это ведь так интересно, и не каждый день такое увидишь. Вау. Самой хочется поразглядывать. Посмотрите, это потрясающе. Одесса в основном вся построена из ракушечника. И вот добывали его в одесских катакомбах. И он из такой породы. Посмотрите, просто вау. Голуби обсели скалу. Ну вот. Слушайте, он достаточно легко крошится. Выглядит, ну экзотика. Еще одно интереснейшее место — это Ла Камбала. Кстати, хорошо, что думают о людях с ограниченными возможностями или о женщинах с детьми. Здесь делают везде для них спуски. Так. Боже.
Лакамбала потрясающе. Мы сейчас с вами находимся на Малом Фонтане, и здесь есть еще одно замечательное место, как я уже сказала, это Лакамбала, достаточно новое заведение, это ресторан средиземноморской кухни. И мало того, что здесь вкусно, здесь еще, как вы видите, прекраснейший вид на море, ну и все шикарно. И вы знаете, иногда задумаешься, в Одессе ли ты или все-таки в Монако? Хоть мы сейчас с вами гуляем, и, возможно, вам показалось, что в городе мало людей, здесь пусто, это просто показалось сегодня понедельник, и этим все сказано. На самом деле, в Одессу в этом году посетило большое количество туристов и продолжает это делать. Да, мы еще не вышли на довоенный уровень, потому что в 2021 году после ковида Одесса посетила около 3 миллионов человек. А потом в 22-м с началом войны, 23-й на пляжах было пустынно. В 24-м был туристический бум, но в этом году из-за того, что открыли еще большее количество официальных пляжей, на которых безопасно отдыхать, людей приехало еще больше, несмотря на то, что в последнее время в Одессе участились обстрелы, и в начале лета они были практически каждый день. Все равно люди хотят отдохнуть, все равно люди хотят оздоровиться, поэтому продолжают ехать на отдых к нам. Смотрите, здесь есть укрытие, что тоже немаловажно. Боже, посмотрите, какая высота здесь скал. И на таких машинках, электромашинках привозят гостей в рестораны. Боже, какая высота скал. Обалдеть, фонари какие. Лавочки просто для людей, которые хотят с видом у моря немного отдохнуть. И вот вы посмотрели на это все и скажите мне честно, ну чем вам не Греция? Одесса лучше, Одесса даже лучше. Не зря это многонациональный город. Видите, это все отражается даже на заведениях. Боже, я горжусь тем, что я живу в этом городе. Вот как все самое важное здесь написано. Лакамбала. Повітря 29. Водичка, может, была 20, но кто-то исправил, что это все-таки водочка. И просека 10 градусов. Класс. Сегодня прочла достаточно интересную статью. Не знаю, сбудутся такие прогнозы или нет, но поделюсь этой информацией с вами. Прочла, что к 2050 году на территории Украины может появиться пустыня. Но не просто на территории Украины, а именно в нашей Одесской области. Прогнозируется, что к этому году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150-180 дней в году, а средняя температура воздуха в южных регионах летом составит 28-30 градусов. Представляете, мы действительно превращаемся в настоящий южный город, и не удивлюсь, если скоро у нас вырастут даже пальмы. Сейчас пройдемся с вами по месту, которое очень любят одесситы. Это трасса здоровья. Трасса здоровья появилась в Одессе в начале 60-х годов прошлого века, и создали ее с заботой о горожанах, чтобы каждый мог приходить заниматься спортом на свежем воздухе и уменьшал влияние стресса и улучшал свое здоровье. Сама трасса пролегает вдоль берега Черного моря. Природа вокруг восхищает своей красотой. С одной стороны высажена аллея деревьев, которые создают приятную тень, а с другой освежает легкий морской бриз. Раньше трасса здоровья была короче, до 6 километров, но в 2020 году два кусочка ее соединили, и теперь трасса от Ланжерона до Золотого берега и составляет около 15 километров. Как бы мы все счастливо жили, если бы не эта война. А так люди должны бесконечно жить в стрессе, вместо того, чтобы любоваться такими невероятно красивыми видами. Многие до сих пор боятся ехать в Одессу. Кто-то рискует, кто-то боится. Это индивидуальный выбор каждого. Надеюсь, война скоро закончится, и все снова будут безумно счастливы, будут уже без каких-либо переживаний и страха ехать в Одессу.
Вот такая у нас сегодня с вами получилась прогулка по прекрасному городу Одесса. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами, и благодарим вас за все прекрасные комментарии, которые вы нам пишете. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующем видео из Одессы.